Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Сегодня я приготовил для вас очень крутую сборку ПК для игр всего за 30 тысяч рублей. За эти деньги мы будем собирать компьютер исключительно из новых комплектующих и получим максимальную производительность от нашего бюджета. Ну а перед тем как перейти к сборочке, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас-то секунда делов, а мне будет приятно. Ну что же, давайте приступим. Бюджет у нас очень маленький, поэтому сегодня мы будем экономить практически на всем, на чем можно сэкономить. Такая сборка будет отличной базой для игрового компьютера, которую вы сможете со временем заапгрейдить и получить очень мощный игровой комп. Но про апгрейд давайте поговорим уже в конце видео. А ссылки на все комплектующие вы сможете найти, как обычно, в комментариях. Как вы уже, наверное, поняли из названия, процессор сегодня мы будем ставить Ryzen 5 1600. На мой взгляд, это отличное решение для бюджетной сборки в 2020 году. Особенно, когда разгуляться денег нет, но поиграть во что-то хочется. Можно было бы взять какой-то Ryzen 3, но если посмотреть на цены, то выбор явно падает на старенький шестиядерник. Поэтому отправляемся в магазин и берем его за 7499 рублей. На хладе нам придется хорошо так сэкономить, потому что на счету у нас каждая копейка, и выкидывать пару тысяч на башню мы себе точно позволить не можем. Поэтому возьмем самый минимальный кулер под наш процессор. Я выбрал недорогой ID Cooling DK01S, который имеет не самую плохую форму и в целом нам подойдет. Берем его за 380 рублей и стараемся не закрывать крышку корпуса летом. Материнскую плату в нашу сборку ПК за 30к мы будем брать соответствующую бюджету, чтобы потом не пришлось сидеть на самой убогой видеокарте. И именно поэтому я рекомендую взять самую народную мать на A320 чипсете. Это Asus Prime A320MK, которая обойдется нам в 3799 рублей. В целом такая материнская плата справится с любым шестиядерником и плюс ко всему имеет официальную поддержку Ryzen 5 3600, который и можно будет поставить в будущем. В общем, за свой бюджет материнка неплохая, а самое главное, что новая и с трехлетней гарантией. А вот на 16 гигабайт оперативной памяти бюджета нам точно не хватит, поэтому смело покупаем две планки по 4 гигабайта от Crucial. За 2700 рублей мы получаем 8 гигабайт отличной памяти, которую можно будет разогнать. Да и в целом 8 гигов до сих пор достаточно для любой игры на средних настройках. А поиграть на ультрах за такой бюджет у нас все равно не получится. Ну и в будущем можно спокойно насобирать денег и взять уже хороший кит на 16 гигабайт с большой частотой. Ну и давайте наконец-то перейдем к видеокарте. Я долго высматривал различные варианты, но пришел к выводу, что лучше обычной GTX 1650 просто ничего не найти. Из ее конкурентов по цене можно отметить GTX 1050 и 1050 Ti, но она явно выглядит свежее их. Денег на версию Super у нас не хватает, а дешевле можно взять либо совсем затычки, либо что-то из БУ. Например, на Авито можно было бы взять GTX 1060 на 6 гигабайт или какую-нибудь RX. Но у нас сегодня сборка ПК из нового железа. Так что берем 1650 за 11099 рублей и получаем отличную видеокарту, которой вполне хватит для средневысоких настроек в любой игре. Запитывать нашу систему будем одним из самых бюджетных блоков питания FSP PNR на 450 Вт. За 2250 рублей этот блок не только справится со своей задачей, но и точно ничего нам не спалит. А вот с накопителем придется подзатянуть узлы, так как за такой бюджет мы сможем поставить разве что БУ жесткий диск. Поэтому я решил не изобретать солянку и присмотрел SSD Apacer AS350 Panther на 240 гигабайт. Его объема хватит для не особо требовательных пользователей, а у многих, думаю, до сих пор остались старые жесткие диски, которые можно подключить к нему в пару. Ну и собираться нам придется в самом простом корпусе. Чисто для примера я присмотрел Super Power Winard 3072. Это один из новых корпусов, которые только недавно появились в продаже. Всего за 1399 рублей мы получим полноразмерный ATX корпус, даже с разъемом под дисковод. Но вы всегда можете выбрать любой другой корпус или собрать сборку в своем старом корпусе. Кстати, хочу напомнить, что если у вас есть какие-то вопросы по сборке ПК или в целом про компьютеры, то вы всегда можете написать мне сообщение в моей группе ВКонтакте. Плюс ко всему я наконец-то создал Discord канал, в котором можно также задать вопрос или просто пообщаться. Ну и конечно же найти себе тиммейтов для совместной игры. Ссылки на ВК и Discord я оставлю в описании под видео. Ну а теперь давайте поговорим про апгрейд такой сборки или почему она так хороша за свои деньги. Первым делом в будущем вы можете спокойно поставить сюда 16 гигабайт оперативной памяти с хорошей частотой.
Это уже даст вам отличный прирост в играх, так как Ryzen очень любят большую частоту. Затем вы спокойно можете продать Ryzen 5 1600 на Авито и поставить сюда отличный камень Ryzen 5 3600. Только не забывайте при этом про качественную башню, хотя бы Deepcool GAMAX 300. Так как тот охлад, который я включил в эту сборку, это не что иное, как затычка на первое время. С Ryzen 3600 и хорошей оперативой ваш ПК уже заиграет совсем другими красками и станет не такой уж и бюджетной сборкой. Затем вы можете просто поменять видеокарту с блоком питания на что-то более мощное и получить уже отличную игровую сборку. В общем, вариантов апгрейда очень много, так что это даже не просто бюджетная сборка, а некая база с заделом на будущее. Но даже в таком виде без крутой оперативной памяти и с обычной GTX 1650 она смотрится очень достойно, и вы явно будете ей довольны. Особенно если бюджета собирать что-то лучше попросту нету. Надеюсь, вам понравилась такая сборка. Не забудьте написать в комментариях, что бы вы хотели поменять или дополнить в ней. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!